Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Думаю, если вы уже давно учите русский язык, то вы знаете такую специальную группу глаголов, как глаголы движения. Это такие глаголы, как идти, ходить, ехать, ездить, плыть, плавать, бежать, бегать, лететь, летать, нести, носить, вести, водить и другие. Это далеко не все глаголы движения, которые я вам сейчас перечислила. И разделяются они по варианту передвижения. Либо вы используете транспорт, либо вы передвигаетесь пешком, либо вы что-то несете, везете с собой и так далее. Но и также они отличаются по направлению. Глаголы идти, ехать, бежать, плыть – это в одном направлении. Глаголы ходить, ездить, бегать, плавать – это туда и обратно или разнонаправленные движения. Но я думаю, что вы также уже знаете, что если мы добавляем префикс, приставку к глаголам движения, то у нас уже меняется схема, меняется немного система, глаголы движения остаются те же, но они меняются по виду, они меняются по варианту передвижения, по варианту движения. Давайте посмотрим в этом видео на префикс «до», его значение с глаголами движения. Кстати, это уже не первое наше видео о глаголах движения, и даже не первое видео о префиксе с глаголами движения. Итак, при добавлении префикса «до» к глаголам группы «ходить», «ходить», «ездить» и другие у нас получаются глаголы «доходить», «доезжать», «добегать», «доплывать», «доносить», «довозить», «доводить» и другие. Как вы видите, здесь мы просто добавляем префикс к инфинитиву, который мы знаем, кроме глаголов «ездить» и «плавать». С ними происходят некоторые изменения. Не ездить, а доезжать, не плавать, а доплывать. Это по-прежнему глаголы несовершенного вида. Но если мы добавим префикс «до» к группе глаголов «идти», «дойти», «доехать», доплыть, добежать, донести, довести, довести и другие, то у нас глагол становится совершенного вида. И у нас появляется пара: доходить, дойти, доезжать, доехать, доплывать, доплыть, доносить, донести, довозить, довести, доводить, довести. И здесь уже нам не важно значение в одном направлении или туда-обратно, нет. И здесь у нас основное значение несовершенного вида, процесс, и значение совершенного вида, результативность действия. Но у префикса «до» есть свои значения, которые как раз и добавляются к нашему первичному значению движения. И это движение до определенного места, до определенной точки. Часто, кстати, эти глаголы используются с предлогом «до». Мы доехали до города за 2 часа. Доехали до города. Добрались до города на транспорте. Движение до определенной точки, до определенного места. Доходить, дойти. Как ты думаешь, во сколько мы дойдем до бассейна? Во сколько? К какому времени мы доберемся, дойдем до бассейна? Бассейн – это будет наша точка, та самая определенная точка, до которой нам нужно дойти. Доплывать, доплыть. Спортсмен доплыл до берега. Он добрался до берега. Долетать, долететь. К сожалению, наш самолет не долетел. Мы были вынуждены сделать остановку здесь.
Самолет в данном случае не добрался до определенной точки, не долетел. Добегать, добежать. Собака добежала до хозяина и побежала обратно. Собака добежала до места. Доносить, донести. Ты сможешь донести сумки до дома? Кстати, у глаголов доносить, доносить есть еще дополнительное значение, что значит говорить на другого человека. Например, кажется, кто-то на тебя донес, и теперь у тебя будут проблемы. Кто-то донес, кто-то о тебе сказал информацию, которую не должны были знать некоторые структуры. Доводить, довести. Мама всегда доводит ребенка до школы. И также доводить, довести, что значит вывести из себя, довести до белого коленя. Почему ты меня всегда доводишь? Как это у тебя получается? Довозить, довести. Вы можете меня довести до метро. Это уже на транспорте. Итак, для глаголов движения с префиксами уже не так важна однонаправленность или разнонаправленность движения. Нет, здесь уже главными становятся префиксы и значения префиксов. Так, например, префикс «до» – это достижение определенного места, определенной точки. И также глаголы движения с префиксами уже видовые. Несовершенного вида и совершенного вида образуют пары. А если вы хотите знать больше о глаголах движения, то записывайтесь на курс Verbs of Motion. И там мы еще детальнее рассматриваем все значения глаголов движения с префиксом «до». Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.